А вы видели машину размером с чемодан? А что скажете по поводу хот-дог-мобиля? Я покажу вам самые удивительные и странные машины, которые когда-либо создавались человеком. От реально серийных проектов именитых брендов до безумных переделок от энтузиастов. Например, в конце покажу автомобиль, который сделали из настоящего Боинга 727. И да, этот самолет теперь может ездить по дорогам общего пользования. Приятного просмотра! А это что за милота? Компания Birds Eye, известная своими замороженными овощами, заказала уникальный автомобиль, который впервые появился на телеэкранах в 2005 году. Этот автомобиль, сделанный в виде большой зеленой горошины, быстро стал известным как Volkswagen Pickup. Но на самом деле его создала лондонская компания Asylum. Пикар, построенный в единственном экземпляре на базе гоночного картинга, был оборудован фарами от Volkswagen Beetle и двигателем от Honda. Хотя у машины не было трансмиссии, она могла развивать скорость до 96 км в час. Сегодня этот эксклюзивный автомобиль можно увидеть в одном из шоурумов в Англии. Внимание! А узнаете прадеда BMW M5 Competition? Между 1956 и 1962 годами было выпущено 161 728 экземпляров трехколесной Isetta, которая стала настоящим спасением для BMW после Второй мировой войны. С мотором всего в 0,3 литра и мощностью 13 лошадиных сил эта микромашина могла вместить двух человек и достигать максимальной скорости 85 км в час. Разгоняться до 100 км в час не могла вовсе. Производилась она в Германии и продавалась по цене в $1000. В то время как другие производители фокусировались на более крупных и дорогих моделях, BMW смогла продать около 160 тысяч единиц Isetta, что значительно улучшило их финансовое состояние. Уникальная особенность Isetta заключалась в ее компактных размерах и расположении единственной двери на передней части. Там, где обычно находится капот. При открытии двери руль отодвигался вместе с ней, облегчая вход и выход. Не удивило? А что скажете про следующий автомобиль? В 1936 году в США был создан уникальный автомобиль, выполненный в форме хот-дога, с целью доставки уличной еды клиентам. Эта оригинальная машина до сих пор используется и принадлежит компании Hot Doggers Alexander Dog и Jake and Bacon. Они не только рекламируют свои хот-доги, но и предлагают автомобиль в аренду как оригинальный дом на колесах. Его двигатель – мощный 6-литровый V8 Chevrolet L96. Так что эта сосиска с булками могла еще и в потоке неплохо раздать, удивляя остальных автолюбителей. Reliant Robin – еще один безумно милый и необычный автомобиль, который отличался трехколесной конструкцией. Это позволяло управлять им с мотоциклетными правами. Автомобиль был сделан из стеклопластика и оснащен 750-кубовым бензиновым двигателем. Из-за своего необычного дизайна Reliant Robin стал объектом шуток в британской культуре и даже заработал прозвище «пластиковая свинка». А что скажете про автомобиль яхту? Aston Titan Opera Sedan – воплощение роскоши и комфорта. Это было авторское видение лакшери-седана от Брюса Мохсома. Оснащенный 5-литровым двигателем мощностью 193 лошадиных сил, он мог вместить до 5 человек. Скорость разгона до 100 км в час остается неизвестной, но начальная цена была установлена в $19 600, что для 70-х годов невероятная сумма. Особенностью этого американского автомобиля было полное отсутствие дверей. Вместо них предусмотрен необычный доступ в салон через багажник, который открывался, выпуская ступеньку и выкатывая красную ковровую дорожку в знак приветствия пассажиров или водителя. Несмотря на оригинальную концепцию, проект так и остался на уровне концепта. И за 2 года Брюс Мохс успел выпустить лишь несколько экземпляров этой необычной модели. Но чудеса творили не только единичные фантазеры, но и большие компании. Итальянский спорткар Ferrari 512 S Modulo, впервые показанный на Женевском автосалоне в 1970 году, больше напоминал космический корабль, чем традиционный автомобиль.
Я в восторге. С его удивительно низким и острым клиновидным профилем и стеклянной крышей, которая выдвигалась вперед для доступа в салон, Мадула выглядел, как будто прибыл из будущего. Его колеса были частично скрыты панелями кузова, создавая эффект парения над поверхностью дороги. С мощным двигателем Мадула мог разгоняться от 0 до 100 всего за 3 секунды, а его максимальная скорость достигала 355 км в час, делая его одним из самых быстрых прототипов своего времени. А показать вам крошечный грузовик. С 2010 года и до сегодняшнего дня французская компания Exam Mega продолжает выпускать свой уникальный грузовик Multitrack. Этот транспорт предназначен для тех, кто ищет экономичный способ перевозки товаров на короткие расстояния. Покупателям предлагается выбор между дизельным двигателем мощностью 15 лошадиных сил и электрическим мотором с мощностью 12 киловатт. Грузовик рассчитан всего на 2 человек и продается по цене от $14 тысяч. Exam Mega изначально занималась производством малолитражных автомобилей и квадроциклов, но Multitrack стал их первым шагом в мир легких коммерческих транспортных средств. Эта модель выделяется не только своими экономичными характеристиками, но и необычным внешним видом, который может показаться довольно пугающим на первый взгляд. Но что-то в нем однозначно есть. Прототип Firebird, вдохновленный дизайном истребителей, стал звездой международных выставок Моторама, куда его привозили трижды. Всего было создано 4 таких уникальных автомобиля. Их дизайн отличался куполообразными фонарями, элегантными хвостовыми плавниками и компактными крыльями, что придавало им выраженный футуристический вид. Одной из самых необычных характеристик стало рулевое управление в форме джойстика, расположенное между 2 сиденьями, что создавало ощущение управления самолетом во время вождения. С 1953 года по 1955 год в Германии было выпущено от 15 тысяч до 20 тысяч экземпляров автомобиля КР-175 от компании Messerschmitt, которую после Второй мировой войны переориентировали с производства самолетов на другую продукцию. Этот трехколесный автомобиль, названный немцами «скутером с кабиной», был оснащен двигателем, литраж которого составлял 0,17 и мощностью 9 лошадиных сил. Он мог вместить 2 человека, сидящих один за другим. Управлялся он рулем, напоминающим велосипедный или мотоциклетный, и развивал максимальную скорость 80 км в час. Цена такого автомобиля составляла $500. В 1955 году КР-175 был сменен новой моделью – КР-200. Но давайте посмотрим в сторону новых технологий. Бренд обуви United Nude представил свой уникальный автомобильный концепт Lores, отличающийся футуристичным дизайном, напоминающим Tesla. Этот концепт, вдохновленный легендарным Lamborghini Countach, был разработан в рамках рекламной кампании и уже нашел своего покупателя за почти $100 тысяч. Автомобиль построен на стальной трубчатой раме и обшит поликарбонатными панелями, создавая впечатление космического аппарата. Логотипы United Nude и гладкие фонари добавляют особенности внешнему виду, делая его еще более уникальным и запоминающимся. А хотите увидеть необычного японца? В 1960 году Mazda выпустила свой первый серийный легковой автомобиль R360 общим тиражом в 65 тысяч экземпляров. Этот компактный автомобиль с двигателем чуть меньше полулитра и мощностью 16 лошадиных сил мог разместить до 4 человек и развивал максимальную скорость 80 км в час. Весивший всего 380 кг, R360 предлагался как с механической, так и с автоматической трансмиссией при стартовой цене от $833. Эта модель стала популярной не только в Японии, но и за рубежом, особенно после снятия послевоенных ограничений на экспорт японских товаров, что позволило Mazda значительно улучшить свое финансовое состояние. В 2006 году, благодаря совместным усилиям России и Германии, был создан уникальный автомобиль Russo Baltic Impression. Это возрождение знаменитого бренда Russo Balt. Концептом занималось ателье A-Level, создав автомобиль в стиле 40-х годов 20 века. В проект было вложено $2 миллиона владельцем торговой марки Виктором Такновым.
Этот эксклюзивный автомобиль, оснащенный 6-литровым двигателем мощностью 555 лошадиных сил, был представлен на Женевском автосалоне и рассчитан на 4 пассажиров. Хотя его способность разгоняться до 100 км в час остается неизвестной, цена была объявлена в $1,8 миллиона. Несмотря на планы по выпуску мелкосерийных моделей, производство Impression так и не было начато. А жаль, машина получилась очень классная. А это Daihatsu Midget второго поколения, представленный на токийском автосалоне в 1993 году и вышедший в серийное производство в 1996 году. Точное количество произведенных экземпляров неизвестно. Этот японский автомобиль с двигателем в 0,65 литра и мощностью 30,5 лошадиных сил и максимальной скоростью 50 км в час был оценен в $6800. Модель из-за своего запасного колеса на капоте, напоминавшая носорога, предлагалась как в одноместной, так и в двухместной компоновке, видимо, для весьма миниатюрных людей. А помните, я говорил про автомобиль размером с чемодан? Pil P50, произведенный в количестве всего 50 экземпляров в Великобритании, стал известен как один из самых маленьких автомобилей в мире. Этот миниатюрный автомобиль с 0,05-литровым двигателем мощностью 4,2 лошадиной силы мог достигать максимальной скорости 61 км в час и был предназначен для перевозки одного человека. С весом всего в 59 кг он потреблял всего 2,8 литра на 100 км, что делало его чрезвычайно экономичным вариантом, доступным по цене в $560. В 2010 году Pil представила ограниченную серию P50 с электрическим двигателем, добавив к уже существующим особенностям рукоятку сзади. Эта уникальная функция позволяла легко маневрировать автомобилем вручную, удобно парковать его в тесных пространствах и в том числе внутри дома, ну или в гараже. ЗАЗ-965А, известный как «Горбатый Запорожец», был выпущен в количестве более 300 тысяч экземпляров в СССР. Этот компактный автомобиль, оснащенный двигателями объемом 0,75 литра на 23 лошадиные силы и 0,9 литра на 27 лошадиных сил, мог разместить в себе 4 человек и достигал максимальной скорости 90 км в час. С ценой от 15 тысяч рублей он стал доступным средством передвижения для многих советских семей. Характерная особенность ЗАЗ-965А – его жабры на задних крыльях, не только ставшие узнаваемым элементом дизайна, но и выполнявшие важную функцию охлаждения двигателя, предотвращая его перегрев. К тому же ЗАЗ-965А остался в истории как последний автомобиль в СССР с дверями, открывающимися навстречу движению, что добавляло ему особый шарм в глазах автолюбителей. В 2013 году, отмечая свой 50-летний юбилей, Lamborghini представила миру сверхсовременный суперкар-концепт Lamborghini Egoista на Женевском автосалоне. Он поражает своим уникальным внешним видом, который напоминает футуристический военный самолет. Благодаря своему алюминиево-карбоновому кузову с острыми угловатыми формами и задней частью, имитирующей реактивные турбины. Основной цвет автомобиля – металлический серебристый с черными вставками и акцентами в виде оранжевых колесных дисков и оранжевого стекла водительского ложемента, которое откидывается вверх, как у истребителя. Салон автомобиля также не уступает в эксклюзивности. Оранжевое кресло, дизайн, напоминающий вертолетную кабину, и руль-штурвал, который необходимо снять для выхода, добавляют Эгоиста индивидуальности. С такими характеристиками, как максимальная скорость 350 км в час и разгон до 100 км в час за 2,4 секунды, обеспечиваемые 600-сильным двигателем V10 объемом 5,2 литра, Эгоиста является настоящим произведением автомобильного искусства, на мой скромный взгляд. Для создания этого необычного автомобиля взяли обычный фургон и полностью изменили его изнутри. В крыше сделали отверстия для 4 новых колес, которые установили так, что между ними и землей остался всего 4-дюймовый зазор. Новые сиденья закрепили прямо на крыше, которая теперь служит полом автомобиля. Чтобы скрыть внутренние изменения, все окна затонировали.
Для удобства доступа боковые панели сделали съемными и прикрепили их к петлям, которые теперь позволяют дверям открываться вверх, как у спортивных машин с распашными дверями. Этот автомобиль полностью соответствует дорожным нормам и добирается своим ходом до всевозможных выставок. Да уж. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Boeing 727 Jet Lima – это уникальный лимузин, созданный из реактивного пассажирского самолета Boeing 727. Его преобразовали в автомобиль, удалив крылья и хвост и установив на шасси автобуса Mercedes-Benz. Изначально его сдавали в аренду за $1000 за трехчасовую поездку, и ходили слухи, что он может разгоняться до 200 км в час. Внутри лимузина сохранена большая часть кабины самолета, но вместо штурвала установлено рулевое колесо. Этот 16-метровый автомобиль весит почти 11 тонн и оснащен турбодизельным двигателем от Mercedes-Benz. В 2007 году лимузин был выставлен на продажу на eBay, где его интерьер описывался как просторная гостиная с танцполом, большим телевизором, камином и баром, а в задней части расположена кровать в форме сердца с зеркалом бесконечности. Дополнительно были предусмотрены стробоскопы, потолочные зеркала, дым-машина и аэродинамические сиденья, а также ванная комната и сверху еще 3 кондиционера, что позволяло создать настоящий ночной клуб на колесах на 50 человек. Несмотря на свою уникальность, лимузин был продан за $275 тысяч и теперь является частью флота лимузинов Lima Boba. Существует возможность арендовать его в Лос-Анджелесе или даже приобрести за $1 миллион. Вот что надо брать, если хотите привлекать внимание на улице. Остается только завидовать такой фантазии инженеров. А если вы хотите продолжение, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока!